Должна ли попадать вода в каплесборник, даже если вы подставляете кружку во время промывки? И какое количество? Всем привет, друзья! На связи Кофемастер Беларусь. И сегодня мы ответим на один из самых часто задаваемых вопросов, особенно у новых пользователей, кто только приобрел кофемашину и не совсем может разобраться, думает, что это какой-то дефект. Должна ли попадать вода в каплесборник и какое количество? Мы подготовили 4 разных кофемашины для теста. Сделаем замеры с черными напитками, молочными, сколько конкретно сливается и в каком месте надо вообще смотреть, где происходит дренаж. У разных производителей немножко отличается устройство, и количество воды, которая сливается в дренаж, тоже отличается. Я думаю, будет интересно. Готовьте кофеек и поехали! Как вы уже поняли из начала видео, что вода должна попадать в дренаж кофемашины. В любой кофемашине есть дренаж воды. Где-то меньше, где-то больше. Первым мы взяли Милиту Passive One. Вообще Милита, Нивона и Мили устройства, где наибольшее количество уходит в дренаж, особенно когда вы готовите молочные напитки. Мы будем делать по возможности замер, и в конце видео даже подготовим какую-то табличку, которую сможете заскринить, и если вас что-то беспокоит в вашей кофемашине, попробовать сравнить. Вот, значит, каким образом будем делать замер? То, что выливается с диспенсера при промывке, мы улавливаем. То, что сливается в поддончик, мы замеряем в наш мерный стаканчик. Мерный стаканчик от 50 мл, но можно будет прикинуть хотя бы примерно. Сейчас все подготовили, начинаем. И теперь здесь. Внушительное количество. Итак, дренаж происходит из 3 мест как минимум. Это дренажный клапан, дренаж-охладитель пара и, собственно, примыкание заварника и дренажного клапана. Когда он отъезжает, оттуда выливается тоже внушительное количество воды. Гляньте, сколько воды просто при промывке. На самом деле действие точно такое же, как при приготовлении кофе. Может быть чуть-чуть больше водички, потому что в группе варочной молотый кофе отработавший немножко на себе забирает влагу, и в дренаж уходит немножечко меньше. Но плюс-минус после каждой порции кофе будет вот такое количество. Замеряем. Итак, друзья, 50 миллилитров ориентировочно, может быть где-то 40, но все равно, даже для меня это немножко шок, я никогда так точно не замерял. Гляньте, это очень внушительно. И, кстати, к вопросу выбора кофемашины, что самое главное надо знать, выбирая Passive One, Баристу или там Нивону 7, 8, это количество, вмещаемость вообще в этой кофемашине. Она маленькая. Passive One классная для семьи из 1-2 человек, которые пьют 1-2 раза в день кофе. Тогда это более-менее нормально. Когда вы пьете больше чашек, 4-5, уже некомфортно. Поддон будете постоянно выносить, бункер постоянно досыпать, воду постоянно заливать. Это будет некомфортно. Поэтому, когда вы выбираете кофемашину, Passive One и Varianza маленькие контейнеры. Сейчас готовим черный кофе, выберем максимальную крепость, готовим черный напиток, забираю весь кофе и снимаем дренаж. До начала подачи практически ничего не сливается. Слегка может выдавить влагу заварника, но это буквально там 5 капель. В других кофемашинах, которые будут сегодня, вот DeLonghi, в частности Philips, там будет отличаться система дренажа.
Так, останавливаем и смотрим. Далее отъезжает заварник, и еще часть воды сливается под заварник. Ну, как я и говорил, таблетка забрала в себя немного влаги. Я думаю, будет чуть меньше, чем при пустой промывке. Замеряем. Так, ну получилось на самом деле почти в 2 раза меньше. То есть примерно 25 миллилитров. Итак, при промывке было 50, сейчас около 25. Получается, что часть влаги забрала в себя таблетка. Сейчас самое интересное, готовим молочную пену. Нет, правильнее, капучино весь, получается, этап отработать и замеряем, сколько конкретно сольется с одной полного приготовления молочного напитка. Потому что здесь один бойлер, и он сначала нагревается, выпаривает всю влагу, потом идет подача, потом он охлаждается, опять выпаривает влагу, потом готовится кофе, и, как помните, при приготовлении кофе 25-30 мл тоже идет дренаж. И получается, что с одной порции капучино, молочного напитка, у нас будет прям солидное какое-то количество. Давайте замерять. Первым готовит кофе в миллилитр, далее добавляется молоко. Правильный рецепт капучино, между прочим. Сначала идет порция эспрессо, далее вспененное молоко. Получается, что у нас первым идет дренаж с кофейного напитка. Будем его полностью. И проверяю, чтобы все было в кофемашине исправно, чтобы наш замер был максимально точен. Ничего во время подачи нигде не сливается. Сейчас произойдет дренаж стандартный после приготовления кофе. И далее начинается нагрев бойлера. Вот в этот момент открывается дренаж, нагревается бойлер. Смотрите, сколько воды выпаривается. Нагревается бойлер до температуры приготовления пара. Далее идет подача пара. И после будет студиться бойлер. Готово. Так, делаем легкую очистку. И пошло студить. Если бы мы нажали черный кофе, точно так же машинка бы сейчас остудила. Все, дренаж закончен, делаем замер. Так, замеряем. Это у нас 1 чашка капучино, приготовленного на миллилитр пассион. Так, немножечко не слилось, но в принципе можно увидеть около 75-80 миллилитров воды. Это с легкой очисткой, но без легкой очистки получается, что она не студила бы бойлер. Если бы я нажал дальше приготовление кофе, она бы тоже его остудила и слила бы это же количество. В общем, от 50 до 70 миллилитров 1 приготовленная чашка молочного напитка. Можно предположить, что здесь вместится промывка, 3 порции капучино, 1 кофе и полный поддон. Как-то так. Такое же количество
воды в дренаже будет в Nivona, Melita, Мили. Во всей линейке практически устройство такое же. Единственное, в Nivona 8101 или 03, возможно, немножко будет разниться. Хотя очень похоже все равно устройство. Сейчас переходим к следующей кофемашине. Это у нас будет Philips. Следующая кофемашина — это у нас представитель Saeco Philips. Philips EP-шка с Китая, она абсолютно новая, у которой дефект клапана электромагнитного. Сегодня делали небольшой рилс и пост, и, в общем, можете найти даже на канале в шорт про эту машинку видео. Такой интересный цыганский раскрас, золотистый, но она новая и, в общем, обслуженная, настроенная, работает абсолютно как новенькая машина. Делаем все те же замеры. Значит, у нас пустой поддончик, можно увидеть, абсолютно пустой. Запускаем ее и, собственно, делаем замер дренажа. Можно увидеть, как заварник, когда отъезжает, по язычку сливается пару капель. Это вот к вопросу, почему сухой контейнер полностью при включении здесь появляются каких-то пару капель. Потому что без кофе, когда отъезжает, хочешь не хочешь, такое устройство, пару капель все равно может съехать, у вас упасть в этот контейнер. Если вы включали-выключали и все время это без кофе происходило, то, соответственно, в контейнере жмыха какая-то вода появится. Итак, произошел дренаж, вся водичка вот у нас слилась. Вот столько ее в поддончике. Переливаем в наш мерный стаканчик. Оп. Получается около 20 миллилитров. Я думаю, здесь не больше. 25, может быть. При промывке без кофе, при включении 25 миллилитров слилось в поддон. Далее готовим кофе. Итак, кофе приготовил. Сливаем. Ну, здесь даже чуть меньше, чем на промывке, так скажем. Давайте аккуратненько вот так. Оп. Сливаем. И получается еще меньше. Да, здесь около 15 миллилитров. Может 20 от силы. 15-20 миллилитров. Одна черная чашка кофе. Готовим молочные. Время нагрева бойлера, он здесь тоже один, выпаривается вода в поддон. Можно увидеть, что она уже полилась. Молочные напитки. Водички явно немного больше. Сейчас сливаем аккуратненько.
И смотрим. Около 45-50 миллилитров. Ну, около 50 миллилитров. Конечно, это намного меньше, чем миллилитра Пассион было. Все, переходим дальше к DeLonghi. DeLonghi Eleta классическая ECAM. Отличие от ETAM ESAM будет небольшое. Делаем замер, промывка, улавливаем диспенсер. Здесь дренаж, кстати, находится вот в этой части. Можно увидеть, как у нее здесь льется водичка. Вот снимаете накладку, и прям любой пользователь может увидеть. Легко продиагностировать DeLonghi, у которых не доливает кофе. Снимаете эту накладку и смотрите, не льется ли в дренаж или потом в контейнере жмыха, нет ли воды. То есть если, вот, кстати, смотрите, уже полилась водичка, это идет нагрев бойлера, и прямой слив, получается, в дренаж происходит. Далее подача на группу. В данном случае у нас, получается, промывка идет. И после промывки сольется водичка в каплесборник. Обратите внимание вот сюда. Отъезжает заварник через охладитель пара к нам в поддончик. Сейчас дольется вода. Ну, в принципе, небольшое количество. Замеряем. Итак, промывка около 15-20 миллилитров водички. Ну, около 20 миллилитров. Непосредственно перед началом подачи идет дренаж, и после, когда уже машина отработала. Далее в спокойном режиме тоже может небольшое количество воды попадать в каплесборник. В кофемашинах, как в этой Eleta, с двумя бойлерами, кофейным и паровым, при установке капучинатора автоматически начинается нагрев парового бойлера, и водичка тоже сливается в дренаж. Сейчас покажу это позже немножко. Итак, кофе подало, воды слилось, ну, на мой взгляд, совершенно мало, так скажем. Замеряем. Сливаем. И что у нас получается? Ну, примерно то же самое, около 25 миллилитров от силы. Давайте молочные напитки, здесь немножко поинтереснее. Итак, вставляем капучинатор. В этот момент уже должен начать происходить нагрев, но в нашем случае он уже нагрет был. Слышно, как вот немножко выпаривает воду. Так, жмем стандартный рецепт. Выполняется подготовка. Небольшое количество сливается в дренаж. Это по ребрам, так скажем, стекает. На самом деле подача была еще до. Вот видим, как пошел пар. Это тот же дренаж, охладитель пара. Это одна и та же емкость. По ней может сливаться вода после приготовления кофе, а может пар бить и в виде воды уже там сливать частично с паром. Доливает, точнее, кофе, и делаем замер, сколько воды от одного молочного напитка будет у нас в поддончике. Подача завершилась, еще некоторое количество воды
продолжает сливаться, можем сделать замер. Так, DeLonghi, молочный напиток. Кстати, очень-очень даже и немного в этой модели, по крайней мере. Кстати, надо было все-таки объективнее с одним бойлером делать замер, потому что один бойлер бы нагревался и студился, гораздо больше бы сливал водички. Итак, у нас получилось что-то около 15 мл. Якобы меньше даже, чем от кофейной. В общем, подытожить можно, что от 15 до 25 мл одно приготовление кофейного или молочного напитка. Далее Siemens EQ6, абсолютно другое устройство. Запускаем и замеряем. У нас холодный пуск, можно сказать. Пройдет промывка, смотрим, сколько в дренаж уйдет. Так, промывка без кофе. Дренаж произошел. Сливаем. Ну, здесь, кстати, видно, что побольше, чем в DeLonghi гораздо. Это уже ближе что-то к Neonamilita. Кстати, они оттуда, можно сказать, родом вышли. Итак, промывка первая же. И у нас тут 50 мл. Ну, 40 где-то. Около 40 или 50, даже прям 50 просится. 50 мл. Первый же запуск. Без кофе. Давайте теперь варим черные напитки. Так, началась подача кофе. Мы видим, что подзаварник нигде ничего не сливает. Можно отменить. Далее происходит дренаж. Сушится таблетка и подзаварник сливается тоже такое нормальное, приличное количество водички. Давайте замеряем. Сливаем воду, и у нас получается практически то же самое, около 50 мл, столько же, сколько и без кофе при первом пуске. Давайте молочные напитки. Стаканчик. Так, идет нагрев и выпаривание в поддон. Сейчас начнется подача. Кстати, интересный момент. Это чудо машины вообще Siemens EQ6. И когда что-то неисправно, допустим, у нее нет нагрева вообще, она это не понимает. Или когда у нее перегревы, тоже вы особо это не увидите. Она будет жариться там внутри конкретно и сгорать на работе в прямом смысле. Сейчас у нас идет подача молока, завершается. Бойлер слегка должен остудиться. Произошел дренаж. Далее кофе. Ну, с кофе, я думаю, такая же будет стандартная история, подача, и при отвороте произойдет дренаж около 50 мл. Заварник отъезжает и сливает.
делаем замер. Так, берем здесь уже в районе красного отбойничка, этого тоже накапало. Вот так. Одна порция молочного напитка. Около 50 мл. Ну, чуть больше, чем одна порция кофе. В принципе, все. Подведем итоги. Как вы уже заметили, разное совершенно количество у производителей в дренаж сливается водички. Не надо бояться того, что она там появляется в принципе, но есть некоторые нормы. В первую очередь я бы рекомендовал смотреть на количество кофе, который наливают у вас в кружки. Оно не должно особо разниться, то есть всегда плюс-минус одинаковое количество. Если вы видели, что у вас резко меньше стало или больше воды там в поддон больше, а кофе меньше, это уже звоночек. И тогда можно задуматься и замерить там, я не знаю, количество, как это сделали мы, допустим. Но на самом деле, если я не ошибаюсь, у Мелита гораздо больше, чем у других. Допустим, у DeLonghi я удивился, лето вообще минимальное какое-то количество, там 15-20 мл сливало на все напитки. Точную таблицу мы создадим и разместим где-то вот здесь. Можете заскринить. В принципе, вот и все. Это был Кофемастер Беларусь. Смотрите наши предыдущие видео, подписывайтесь на канал и пока-пока.